Да, это майский гриб. Я не миколог, конечно. Но давайте покажу главное отличие от поганки. Сегодня мы собрались на тихую охоту, то есть за грибами. Пойдем за шампиньонами. В прошлом году в это время набрали огромное количество шампиньонов, притом гигантских. Сегодня проверим, как у нас это получится. Утро, 5 часов утра, ну уже к 6 ближе. И вперед. Вот пойдем, в горах есть рядом с городом, совсем рядом с городом, есть заброшенные сады. И мы пойдем посмотрим, как у нас получится это. И если не получится найти грибов, зато прогуляемся. Утренняя зарядка получится у нас. Город совсем близко. До Аль-Фараби можно доехать за минут 15-20. Сразу интересный момент. Вспахано, видите? Как думаете, кто это вспахал? Кабаны. Очень много стало кабанов в горах. Прямо все запахано. Хотя практически, если вот посмотреть, вон дома подходят вплотную уже к людям. Так что численность кабанов очень большая стала. Хрюшки пришли, вспахали. А вот и она, энтолома садовая. Смотрите, сколько ее здесь. Но собирать мы ее не будем. Гриб считается условно съедобным. Его нужно вываривать, а потом уже жарить. Главная опасность энтоломы и ядовитые двойники. Один такой двойник так называется, энтолома ядовитая, а другой продавленная. Буквально неделю назад мы набрали нормальной энтоломы 2 ведра с одной поляны. Но решили не рисковать. В детстве я ее спокойно собирал, но сейчас, почитав интернет, стал осторожнее, а жена у меня напрочь отказалась. Ну, наверное, поэтому женщины больше и живут. Вообще, ядовитые виды ближе к июлю, а сейчас 25 мая. Ну, давайте покажу главное отличие от поганки. Ножка волокнистая, а пластинки имеют характерный розово-кремовый оттенок. И все-таки брать не буду. Я не великий эксперт, а играть в рулетку с грибами не буду. Но знаете, что самое удивительное? Сколько грибов я не срезал, ни одного червивого. Абсолютно чистые. А вы как считаете, стоит брать или не стоит брать энтолому? Знатоки, откликнитесь. Ну что это энтолома, ну это точно, потому что энтолома садовая. Вот смотрите, это урюк. Этот гриб еще называют подабрикосовик. Он под косточками очень часто растет, и под яблонями тоже. Знатоки, кто пробовал, откликнитесь. А так, конечно, вот стою сейчас, немерено сейчас засниму. Вот с этой небольшой полянки можно спокойно собрать пару ведер. Раньше, когда в детстве ел, вкусно оказалось. Ходим, пока шампиньонов не встречали. Ну, мы еще минут 40 пока идем. Вот он лезет, бурый медведь. Вот таскаю жену по таким кушарам. Лера ругается на меня. Зачем я ее в такие кушары завел? Да не хочу я по таким кушарам лазить. Зато вид какой. Какой вид? Я из-за кустов ничего не вижу. Поднимись чуть выше и увидишь. Правда, труба дымит не очень красиво. В общем, принял решение. Пойду по той дороге, которую знаю. А ту дорогу, которую не знаю, не пойду. Был бы один, конечно, я прошел бы, проверил. Не проблема. Тут не так много.
Лера мне потом плешь съест, скажет, потащил меня куда-то. Вернулись на правильную тропу. И вид уже знакомый. Исентай Тауэр. Вот смотрим. Нет. Шампиньонов не видим пока. А видим только свинья порылась. Все покопано. Что мы, с ней конкуренты за шампиньонами, что ли? Может быть, не знаю. Кто знает, скажите. Наверняка кабаны едят грибы. Во, какие огромные энтоломы. Для сравнения поставлю руку. Капец. А это не энтолома. А может, это ядовитая энтолома? Она как раз размером больше, чем обычные. Сейчас посмотрим. Сейчас разрежу, посмотрю. Утолщение. Точно не бледная поганка. А это не энтолома. Это похоже на майский гриб. А правильнее сказать, майская рядовка. Да, это майский гриб. Я не миколог, конечно. Это наверняка майский. У него отличие, мякоти больше от энтоломы. Ну, не знаю, брать, не брать. Хороший, не червивый. Я не высокий специалист. Я так, начитанный, насмотренный. У энтоломы нет вот этой мякоти. Пластины белые и практически сразу идут от верхнего слоя шляпки. Здесь интернета нет, посмотреть не могу. И спросить не у кого. Не знаю, брать или не брать. Майского гриба много на этой поляне. Я не специалист по этим грибам. И такие большие. Ладно, не знаю, не буду брать. Вот, наконец-то нашли шампиньоны. Но они уже переспевшие. Уже сильно черные пластины, а не коричневые. Да и сам гриб уже рыхлый. А это что? А это юбка. Это когда шляпка была закрыта. Это место было склеено с ножкой. А я думала, юбочка только у мухомора. Нет, не только у мухомора. Это я точно знаю, что шампиньон. Да, они старенькие. Эти не будем брать, сильно старые. Не наступи, вон еще, вон еще. В общем, полно у самой тропинки. Ну, они старые, пожухлые. Вон, тут их море. Ну вот, походили, посмотрели грибы. Как поход удался, а как сбор грибов, ну, не очень. В общем, решил я взять вот эти майские. Здесь уже берет интернет, я посмотрел. Это действительно майская рядовка. Очень ценный гриб, съедобный. Там снизу немножко шампиньонов есть. Так что мы сходили в горы, погуляли, зарядились энергией, с природой пообщались. И теперь поедем домой. Ну, в общем, синеножка мы опоздали. В апреле ее надо было. Вот я знаю, допустим, синеножку. Я ее собираю. Очень вкусный гриб. Знаю шампиньон, собираю. А другие, которые точно не уверен, не собираю. Так что вот я считаю, что это майский гриб. Ну, встречал на ютубе, смотрел.
И вот тоже такой интересный момент. Можно сказать, секретное такое место. Люди, конечно, ходят сюда, но очень мало. Не встретили вообще. Уже больше 5 часов здесь гуляли. Не встретили ни одного человека. На прошлой неделе такая же история. На прошлой неделе мы поменьше гуляли, часа 3. Кроме Инталомы Садовой ничего не встретили. Всем до встречи на канале. Подписывайтесь, ставите лайк. Всего наилучшего. Хорошей грибной охоты.